Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю вам приготовить неизвестный у нас десерт, он больше популярен во Франции. Это печенье из теста тюиль. Назовем это печенье миндальная черепичка, потому что визуально оно напоминает черепицу. Готовится легко, просто, даже дети с огромным удовольствием могут его приготовить. Вкус миндаля, аромат апельсина, хрустящее. Оп! И очень вкусное. Ну что, убедила вас? Готовим? Давайте. Для печенья миндальная черепичка нам понадобится 120 граммов сахарной пудры, 120 граммов белка, 90 граммов муки, 80 граммов сливочного масла, цедра одного апельсина, 50 граммов миндальных слайсов. Начнем приготовление с того, что растопим сливочное масло. Можно воспользоваться микроволновкой, можно это сделать в сотейнике на плите. Пока масло топится, натираем цедру апельсина на мелкой терке. Готово. Добавляем растопленное сливочное масло, оно должно быть горячим. Не кипящим, просто горячим. Температура приблизительно 65-70 градусов. Перемешиваем с апельсиновой цедрой. Белок, желательно, чтобы он был комнатной температуры. Отправляем сюда же. И перемешиваем. Взбивать ничего не нужно, просто перемешайте. Сюда же отправляем сахарную пудру. И снова хорошенько перемешиваем, так, чтобы не было никаких комочков. Отправляем сюда же муку. Снова перемешиваем. Должно получиться однородное, гладкое, красивое тесто. Консистенция приблизительно такая, как на оладьи. Конечно, можно воспользоваться и миксером, и комбайном, но в принципе вот таким ручным венчиком тоже вполне реально довести все это до гладкой, однородной консистенции. Смотрите, какое гладкое, красивое тесто получилось. Наше тесто называется тесто тюиль, или еще его называют черепичное тесто. Перекладываю готовое тесто в кондитерский мешок без насадки. Отправляем получившееся тесто в холодильник на ночь, минимум часов на 8. Тесто пролежало в холодильнике 8 часов, я срезала кончик кондитерского мешка и теперь отсаживаю на силиконовый коврик такие пятачки диаметром буквально 3 сантиметра. Конечно же, это может быть пергамент. Можно выпекать не только на силиконовом коврике, но и на пергаменте. Тесто из холодильника, оно довольно-таки тугое. Сейчас полежит немножко при комнатной температуре и будет легче его отсаживать. Берем ложечку и вот так разравниваем тесто. Диаметр круга приблизительно 6 сантиметров. Толщина буквально несколько миллиметров. Берем миндальные хлопья и присыпаем тесто миндальными хлопьями. Они у меня сырые, как вы видите, не обжаренные. Сейчас они подрумянятся вместе с тестом. Отправляем наше печенье в разогретую до 180 градусов духовку. Тут уже по времени это может занимать 7-8 минут.
тесто должно зазолотиться, ну и сам миндаль подрумянится. Для того, чтобы наше печенье имело форму черепицы, нам нужно его изогнуть, пока оно еще горячее. Сделать этот изгиб, напоминающий черепицу. Так вот, я взяла скалку, 2 маленькие силиконовые лопаточки, это может быть что-то, ну вот туда нужно что-то подложить, может быть какую-то тряпочку, салфеточку, для того, чтобы скалка у вас не каталась. Вот, все подготовили, теперь ждем, пока печенье приготовится. Вот что у нас получилось. И пока черепичка наша горячая, ее нужно вот так вот положить на скалку. Пока тесто горячее. Оп, чтобы получился этот изгиб. Тесто очень быстро остывает и затвердевает. Поэтому больше 6 штучек на противне не ставьте. Вот, первая черепичка уже держит форму хорошо. Видите, какая красивая изогнутая. Все, буквально 1 минута. И вот что у нас получается. Вот такое печенье. Вот что у нас получилось. Красивое, вкусное, ароматное печенье. Из такого количества теста, как вы видели, совсем небольшого, получается приблизительно около 40 печенюшек. Много, да? И готовится оно легко. Надеюсь, я вас убедила в том, что его нужно обязательно приготовить сегодня, завтра, ну или на этой неделе уж точно. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих сайтах. Комментируйте, подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе.